Путина повышает расходы на его содержание, тем временем в Госдуме предлагают россиянам искать хорошие вещи на помойках. Что же ожидает граждан России в 2025 году? И готов ли Путин вести войну очень долго? Об этом поговорим сегодня с нашим гостем, с Владимиром Миловым. Владимир, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Подтвердилась информация о резком увеличении военного бюджета Российской Федерации в будущем году в сравнении с нынешним, и расходы на оборону вырастут на четверть. Как следует из представленного проекта бюджета, военные расходы на следующий год запланировали в объеме 13,5 триллионов рублей. Это около 150 миллиардов долларов. И все выглядит так, что Путин и правда готовится к какой-то затяжной войне, но в то же время и военные эксперты, и мы с вами неоднократно об этом говорили, что на самом деле нет у России возможности вести войну очень долго, исчерпываются ресурсы, а производить тоже не успевают. Что вы думаете об этом? Путин действительно готов к войне на истощение или это все-таки больше психологическое давление? Ну вот видите, здесь очень многие эксперты подались на вот эту магию абсолютной цифры. Действительно, военные расходы планируются на следующий год рекордные, но как-то за этими разговорами упустили тот факт, что очень резко замедлились темпы прироста военных ассигнований, потому что, например, в этом 2024 году они выросли почти на 70% к предыдущему 2023, а вот в следующем увеличение планируется только на 26%. Это самый медленный рост военных расходов с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В 2022-2023 годах было где-то 35-40% ежегодный прирост военных расходов. В прошлом году 68%, сейчас только 26% планируется. То есть это говорит о том, что у них появились очевидные такие тормоза для дальнейшего наращивания этих расходов. И мы вот с вами здесь обсуждали, что им нужно гораздо больше денег. То есть вот вы назвали верную цифру 13,5 триллионов рублей они на следующий год планируют. Им бы надо 15-20, не меньше, для того, чтобы решить все накопившиеся проблемы, которые у них есть и в военной индустрии, и в снабжении армии, и в выплатах персоналу, которые, я думаю, вы видите, все время растут. Поэтому они установили военный расход на следующий год по такой самой нижней планке. То есть они как бы их увеличили, но не сильно. И здесь еще не надо забывать, что у нас бушует высокая инфляция, которая никак не снижается. Если, например, вот эти 26% индексации поправить на 8-9% годовой инфляции, то это получается индексация всего на 15-16%. Это немного. То есть это реально вот не соответствует тем огромным дырам, которые у них есть с финансированием армии, военно-производственного комплекса. Поэтому в целом, вот если системно посмотреть на этот бюджет, я, кстати, всем рекомендую, вот у меня сегодня выйдет видео подробное на моем канале Владимир Милов в Ютубе, где я вот это все разбираю. Видно, что они очень сильно вынуждены ужиматься, то есть у них планируется очень сдержанный рост федеральных расходов в целом на следующий год. Они считают, что они его смогут удержать в пределах всего 5%. Я напомню, что в этом году рост федеральных бюджетных расходов 22%, то есть они хотят очень притормозить сильно. Они планируют удержать бюджетный дефицит в следующем году в рамках 1 триллиона рублей. Очевидно, что у них это не выйдет, но вот вы сказали про исчерпание ресурсов. Вот это прям видно, что они такого резкого роста расходов, как раньше, себе позволить не могут. Ни в целом по бюджетным проектировкам, ни отдельно по финансированию войны. Поэтому да, конечно, вот это ровно то, что мы обсуждали с вами раньше, что у них пока возможности еще есть, но темпы роста расходов прям резко снижаются. Это говорит об исчерпании ресурсов. Они боятся потратить те деньги, которые у них остались еще в финансовых резервах правительства, думают, что они смогут удержать расходы под контролем. Скорее всего, конечно, нет. Вообще, в целом, вот по этому бюджету видно, что их попытка за последние 3 года удержать бюджетный дефицит в каких-то прогнозируемых рамках, она полностью провалилась. То есть он все время вылазит за 3 триллиона рублей в год, и вот в этот раз Минфин признал, что реальный дефицит будет более чем в 2 раза превышать
то, что планировали год назад, когда вот этот действующий бюджет принимали. Поэтому я бы сказал, что это такой бюджет наступающей скудости, когда им ничего не остается. Да, они где-то еще вот пытаются найти возможность военные расходы увеличить, но видно, что их поджимает везде, что они вот идут беспрецедентно на сокращение темпов роста расходов, гораздо меньше могут себе позволить, чем еще, там, скажем, год назад, да. Поэтому вот это исчерпание ресурсов, оно уже заметно, оно наступает. Это я еще там не начинал говорить про их нереалистичные прогнозы по ценам на нефть на следующий год. То есть видно, что им все сложнее, оказывается, сводить концы с концами. Друзья, мы работаем в прямом эфире, так что вы ставьте свои лайки, пишите комментарии, не забывайте указывать, с какой страны, с какого города нас смотрите. Даже если будете в записи смотреть это интервью, тоже обязательно напишите свой комментарий. Владимир, а вот если говорить о повышении именно расходов на оборонку, и вы говорите, что им вообще нужно приблизительно 20 триллионов, то могут ли они вносить изменения в бюджет? И если да, то откуда они еще возьмут деньги? В каких сферах будут ужиматься? Ну, они изменения, конечно, могут вносить всегда. Они, как правило, их и вносят. Скажем, вот они летом этого года внесли поправки в бюджет, утвержденный примерно год назад, где, скажем, дефицит увеличили на треть. Но в итоге оказалось, что и этого им не хватает. То есть это такая все время двигающаяся цель и мишень для них. Где они могут взять деньги? Вот это большой вопрос. То есть у них сегодня осталось денег в ликвидной так называемой части Фонда национального благосостояния меньше 5 триллионов рублей. То есть это где-то там, условно, 35-40% годового военного бюджета. Да? То есть не так много всего, типа хватит на, допустим, 4 месяца военных расходов. Да? Я думаю, что они значительную часть потратят к 1 января. Они обычно в конце декабря это делают, когда закрывают вот образовавшийся по году бюджетный дефицит. Таким образом, они в следующий год войдут с еще меньшими резервами. Это вот практически гарантированно уже. Да? Тем более, что сейчас вот министр финансов Силуанов говорит, что они оставшиеся резервы не сильно хотят тратить и скорее будут беречь их на совсем черный день, вот как это с резервами было изначально и задумано. Следующий момент. Они, конечно, могут занимать деньги на рынке, но здесь есть одно существенное «но». Во-первых, внешние финансовые рынки для них недоступны из-за санкций и международной изоляции. Они вот могут занимать только на внутреннем через вот эти государственные облигации ОФЗ, но из-за плохой экономической ситуации, высокой инфляции, высокой ставки Центробанка доходность по этим ОФЗ, она зашкаливающая, то есть она вот сейчас приблизилась к 17% по десятилетнему ОФЗ, и это ведет к резкому росту расходов на обслуживание госдолга. Вот это видно тоже в проекте федерального бюджета, что они растут с 1,5 до 3,5 триллионов за 2 года. И что, скажем, если вот в прошлом году доля расходов на обслуживание госдолга была меньше 5% от всего бюджета и всех расходов, то в следующем году и в 2026 это будет уже ближе к 8%. Очень резкий рост вот этих трат, то есть это несколько триллионов на выплату вот этих процентов. И мы видим, что Минфин не выполняет в этом году план по заимствованиям, потому что не хочет занимать слишком дорого, а рынок дешево платить за российский госдолг не желает. Считает правительство в долгосрочном плане неспособным обслуживать свои долги. Поэтому вот этот рост доходности. Доходности у российских гособлигаций такие, в общем, дефолтные. То есть это соответствует странам с высоким риском дефолта. Дальше они могут повышать налоги. Они вот, собственно, это и делают в следующем году. Но это все равно, что резать курицу, которая несет золотые яйца, потому что у компании не безграничная прибыль. Если они отдадут несколько триллионов рублей в виде налогов, значит, у них меньше будет денег на инвестиции. Они из воздуха не возьмутся. Значит, это продолжится довольно резкое замедление экономической активности и роста экономики. Мы это замедление уже сейчас вот физически видим в статистике. То есть у них и нет хорошего выбора. Они какие-то деньги из экономики могут изъять, но это приведет к замедлению роста и к тому, что у них те же самые общие налоговые сборы уменьшатся. То есть это, в принципе, такие сообщающиеся сосуды. Поэтому
еще какое-то время Путин подергается, вот он пытается свести концы с концами, мы вот эти вот такие усиленные попытки в этом проекте нового бюджета видим. Но ему это все сложнее становится делать, и вот то исчерпание ресурсов, о котором мы говорили не раз, прямо вот в этом финансовом документе очень сильно видно, что непонятно, где брать деньги, налоги уже как бы и так повышались, занимать на рынке деньги стоит дорого, приходится, они фактически выбрали сокращать расходы, довольно резко уменьшить темпы роста расходов до всего лишь 5%. Поэтому я уверен, что им это не удастся выдержать, но видно, что их основной, в общем-то, ход не в том, чтобы где-то искать деньги, а в том, чтобы меньше тратить. Вот посмотрим в следующем году, как у них это получится. Я думаю, что скорее нет, чем да. Аналитики Института изучения войны говорят о том, что эти рекордные расходы, они могут помешать стабильности режима Путина. А вот вы с этим согласны? Да, конечно, потому что вот даже российский Центробанк официально говорит, что это вот гонка бюджетных расходов. Ну, они такие осторожные выражения используют. Они не говорят прямо, что вброс денег на финансирование войны ведет к инфляции. Они это называют мягеньким таким термином «бюджетный импульс». Да? Вот. У нас вообще в России сейчас так сильно распространен такой эзопов язык, где прямо нельзя называть вещи своими именами. Но, в общем, все понятно, что имелось на самом деле в виду. И Центробанк прямо говорит, что бюджетный импульс – это очень сильный фактор, который не только влияет на инфляцию определяющим образом, но и он еще не чувствителен к их денежной политике и высокой ставке. То есть как ее не задирай, а проблема вброса денег в военную экономику, которая разгоняет инфляцию, она вот как бы никуда не денется, и это от ставки не зависит. Поэтому, да, конечно, то есть это здесь вот действительно есть огромная проблема. Еще вторая проблема, что этот вброс денег в войну и в военную промышленность, он не сопровождается адекватным ростом производства, потому что, во-первых, огромный дефицит трудовых ресурсов из-за войны и мобилизации работать некому. Во-вторых, из-за санкций и международной изоляции Россия не получает нужное ей оборудование и технологии, то есть не может строить новые производственные линии. Вот это вот то, что Центробанк описывает, что основная проблема, которая вызывает высокую инфляцию и жесткую денежную политику, и высокие ставки, это разрыв между спросом, то есть деньги в экономику вкачивают, и предложением, то есть производство не успевает, потому что дефицит труда, потому что дефицит оборудования из-за санкций и так далее. Да? Поэтому здесь вот такой типа парадокс, что они продолжают эти деньги вбрасывать в военку, но на пользу как бы им они не идут, они только разгоняют инфляцию. Так что действительно это вот верная оценка, это признают даже официальные вот российские лица сейчас. Вот, кстати, мы говорим о том, что нет рабочих рук и нет производственных мощностей, но Путин заявил недавно, что Российская Федерация до конца года увеличит производство беспилотников в 10 раз до почти 1,5 миллиона. Говорит, что он начал раздавать указания и говорит, что потребности армии РФ в беспилотниках должны быть закрыты. А есть ли сейчас возможности у России производить дроны из отечественных деталей? И вот что там с тем китайским запретом на экспорт для сбора беспилотников? Россия все-таки это как-то обходит или они подготовились заранее? Ну, дроны в целом есть возможность производить. То есть я бы разбил военную продукцию на такие 3 части. Первое – это то, что производить достаточно легко и можно обойтись без какого-то сложного импорта. Это вот прежде всего дроны и артиллерийские снаряды. К сожалению, или там вот, например, вот эти планирующие бомбы, да. То есть вот здесь у России, давайте так говорить, неограниченные возможности по производству, и зависимость от импортных компонентов есть, но она не критическая. Другая сторона – это все, что более сложное. То есть это боевая техника, это танки, самолеты, всякие разные боевые машины. Вот здесь с импортом огромная проблема. Россия сама не может производить оборудование, вот высокоточные станки для производства всей этой боевой техники. Это всегда приходилось завозить по импорту. Многие позиции не может поставлять даже Китай. Ну, например,
Вот производство артиллерийских стволов или танковых стволов – это очень-очень сложное, точное, прецизионное оборудование там требуется, и Россия сегодня его производить не может. Да? Поэтому вот мы видим, что российский военный промышленный комплекс, он как бы распаковался на две части. Вот реально по дронам, снарядам и бомбам они действительно могут поддерживать высокие темпы, и их, в общем-то, мало что ограничивает. А вот по боевой технике мы видим, например, по присутствию старой расконсервированной техники на фронте, что даже их производство и ремонт не обеспечивает простого воспроизводства того, что выбывает на фронте. То есть им не хватает. Они вынуждены расконсервировать технику старую, потому что вот здесь производство абсолютно сбоит, и новых станков и оборудования Россия ввести не может. Где-то посередине между этим ракеты, потому что в ракетах есть компоненты, там, прежде всего, микроэлектроника, которую нужно импортировать, и с этим есть большие сложности. Но в целом Россия ракеты производить более-менее тоже может. Таким образом, видите, вот от дронов, снарядов и бомб к ракетам и к боевой технике видно, что идет резкое усложнение и накапливание проблем. Это так, грубо говоря, вот о характере войны в будущем говорит нам что чем меньше боевой техники, тем меньше способности у России проводить наступательные операции. При этом бомбардировки, к сожалению, они продолжить смогут. Бомбардировки, артобстрелы и так далее. То есть это вот нам говорит, что неизбежно война будет переходить в позиционную стадию, и возможность для крупномасштабных наступательных операций у России из-за проблем со сложным военным производством будет сокращаться. Ну и она же будет сокращаться еще из-за дефицита персонала, то есть видно, что им все сложнее находить вот людей и резервы, которые готовы для вот этих так называемых мясных штурмов, human wave attacks, что называется, да. Вот таким образом видно, что проблемы в военной промышленности и проблемы с кадрами и персоналом, они ведут к тому, что российский наступательный потенциал, он будет быстро сокращаться и уже сокращается, но обстрелы производить они, к сожалению, вот продолжат, и такие возможности у них есть. В России начался осенний призыв, и согласно указу с 1 октября по 31 декабря на военную службу будут призывать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. И срочников, как всегда, обещают не отправлять на войну и в зону боевых действий. Но недавние события, например, в Курской области, показывают, что в плен, оказывается, можно попасть, даже не покидая территорию России. А что вы думаете по этому поводу? Поедут ли срочники на войну именно на линию соприкосновения? И объявит ли Путин мобилизацию в будущем? Или их система не может выдержать мобилизацию и призыв срочников? Ну, по срочникам они еще сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, они поменяли правила, то есть теперь... Раньше там срочники могли заключать контракт с Минобороны на то, чтобы становиться профессиональными военными только через полгода после начала срочной службы. Сейчас это можно делать уже на второй день. То есть фактически они таким образом и поступают. Они там разным давлением, запугиванием, обманом, обещанием денег вот этих только что призванных срочников заставляют подписывать контракты и ехать воевать. Поэтому здесь вот там типа то, что они обещают срочников не посылать в зону боевых действий, они, может, и не будут этого делать, они будут по-другому. Они будут давить на них или пытаться их подкупить, чтобы срочники сразу подписали контракт и поехали. Я думаю, они в ближайшее время так и будут выкручиваться, потому что они таким образом, ну я не знаю, сколько там, 100 тысяч людей попробуют вот найти через вот этот призыв. По мобилизации. Первое, действительно, что российская экономика и рынок труда себе не может себе позволить сегодня вторую волну мобилизации. И срочников, они все-таки будут прежде всего призывать людей в еще очень молодом возрасте. Там таких вот как бы партизан, которые уже там сильно за 20 и бегали от призыва, их там много не найдешь. И эти люди в основном все-таки востребованы на рынке труда, и большого количества их призвать там не удастся. Поэтому в основном срочники это будут вот молодые совсем солдаты, типа 18, 20, 21, вот сколько там лет, да. Вот. И я думаю, что большое число их отправят. Здесь еще такой момент, что призывные пункты, как показывает опыт мобилизации вот 2-летней давности,
они не справятся одновременно и с призывом, и с мобилизацией, там просто нет такой инфраструктуры готовой, да. Поэтому пока идет призыв, я думаю, что мобилизации можно не ждать. Они попытаются обойтись вот этим, что вновь призванных срочников просто нагнуть, чтобы они подписывали контракт с Минобороны. Ну, так они вот найдут себе, там, не знаю, несколько десятков тысяч, там, 100 тысяч человек где-то в пределах такого. Но это, во-первых, не решит их проблем на фронте. Во-вторых, конечно, вот эта масса, она будет гораздо менее обстрелянной, боеготовой и так далее. Ну и так в целом видно, что у них качество резервов все ухудшается и ухудшается. Они пытаются лучшие, самые боеспособные сосредоточить вот на тех направлениях, где они сейчас наступают, ну, на Покровском направлении там прежде всего, да. Но, тем не менее, в целом для большой линии фронта у них резервов нет. И мне кажется, это все очевиднее. И призыв, новая мобилизация эту тему не решат, потому что люди будут не готовые, как минимум не обученные, там на это потребуется время. И таким образом вот эта проблема дефицита резервов, она у них точно так же повисает сейчас, пока не решенная, как вот все эти финансовые вызовы, с которых мы с вами начали сегодня. Возвращаясь к бюджету, говорят, что расходы на содержание Путина вырастут на 25% до 31 миллиарда в год. Ранее планировали, что эти траты вырастут только на 0,02%, но все-таки мы видим, что Путин повышает себе зарплату, своему аппарату и там еще какие-то у них расходы. Но тем временем в Госдуме предложили россиянам искать хорошие вещи на помойках, потому что половина из них все равно не может себе их купить, кроме вообще еды, наверное, ничего. И вот депутат Виталий Милонов выступил с неожиданным предложением. Суть его – оборудовать в специальных местах столы или ящики, куда можно принести вещи для второй жизни, то есть для новых владельцев. Ну и сам этот депутат говорит, что часто в таких подобных местах, в ящиках, встречаются ему настоящие жемчужины, винтаж и антиквариат. Что вы думаете об этом, Владимир? Ну, Милонов известный городской сумасшедший, я бы так его прям слова не воспринимал буквально, но вот видите, вот мой соведущий пришел. Смотрите, здесь в чем ситуация. Первое, что, и мы, по-моему, тоже об этом с вами говорили, что несмотря на вот эту всю военную экономику, мы видим, что у большой части населения, то есть у десятков миллионов россиян, финансовое положение ухудшается, то есть они беднеют. Это прежде всего российские пенсионеры, которым не закладывают достаточно индексации пенсий, нету в бюджете на это денег. Кстати, вот на следующий год расходы, например, на социальную политику и дотации пенсионному фонду, они сокращаются очень сильно, больше 1 триллиона рублей. Так вот, и индексацию пенсий они в следующем году закладывают всего 7%. Ясно, что это за инфляцией не успеет. То есть пенсионеры живут уже довольно долго в отрицательной зоне, когда их реальные доходы не успевают за инфляцией и по факту сокращаются. Примерно похожая ситуация – это люди, которые работают в бюджетном секторе, прежде всего в образовании и в здравоохранении. Там есть какой-то рост зарплат, но за реальным ростом цен он не успевает тоже. То есть в целом мы видим, грубо говоря, что Россия вот делится на такие две неравные части. Десятки миллионов людей беднеют, потому что у бюджета нет денег на индексацию, им достаточную индексацию зарплат и пенсий. Богатеет довольно узкий слой, который связан с армией и ВПК. Ну и там рядом отраслей, которые очень дороги властям, типа банков, там, нефтегаза и прочего. Но там немного народу работает. Вот, поэтому это как бы неудивительно, что все больше разговоров о том, чего делать бедным россиянам, и где им там питаться там, на помойке или каким-то другим образом, потому что доходы людей не успевают за вот этим галопирующим ростом цен. Что касается расходов на президента, там, знаете, мне кажется, это с чем тоже связано, что они довольно серьезно расширяют президентскую администрацию, потому что все больше щупалец надо запускать в общество, чтобы все там процессы контролировать. Мы видим, что они активно лезут к людям там в мозги, в то, что они смотрят, читают, в постель там и везде, да. Они создали вот новое управление, я не помню, там культурно-духовных каких-то ценностей или чего-то там, да.
То есть это целое огромное новое управление со штатом большим в администрации президента, которые будут вот буквально следить за тем, как люди соблюдают вот эту вот путинскую, там, архаичную средневековую ценностную линейку. На это вот, видимо, тоже требуются какие-то свои миллиарды рублей. То есть я думаю, что это не на самого Путина расходы. Путин во многом содержится за счет какого-то общака олигархического, где там и его собственные деньги, он супербогатый человек, и постоянно туда, в этот общак, скидываются все российские олигархи, поэтому вот эта бюджетная как бы часть – это верхушка айсберга. Но вот этот рост расходов на президента, пока остальная страна беднеет, я думаю, это прямое следствие того, что Путин резко расширяет состав своей администрации, чтобы пытаться еще сильнее контролировать общество, которое, контролировать все сложнее. Людям, в общем-то, все происходящее там, мягко говоря, не очень нравится. Поэтому надо все время вот новых комиссаров назначать, чтобы за народом следили. Кстати, Путин обновил состав Совета Безопасности и включил туда своего бывшего охранника Дюмина, который после президентских выборов передвинулся с поста губернатора Тульской области на должность помощника президента по ВПК. Помимо Дюмина в Совет вошли и первый зампред правительства Мантуров и глава Федерального научно-клинического центра Вероника Скворцова. Кто это за люди, зачем они в Совете Безопасности и, возможно, это тоже какие-то распределения над финансовыми потоками? Насчет Скворцовой вот ничего не могу сказать. Денис Мантуров, который является первым зампредом правительства, это вообще ключевая фигура. То есть вот мы тоже с вами обсуждали Сергея Чемезова, главу корпорации Ростех. Это крупнейший такой российский конгломерат из машиностроительных и военных предприятий. Это 6-я компания в России по объему выручки после вот крупнейших нефтегазовых компаний и банков, да, крупнейший производитель вооружений. То есть Ростех получает примерно треть российского военного бюджета на производство вооружений и поставляет, как вот говорил сам Чемезов, примерно 80% оружия и боеприпасов по физическому объему из того, что получает армия. Да? Так вот, Мантуров, первый вице-премьер, это фактически личный ставленник и правая рука Чемезова. Такой, я бы сказал, скрытый теневой премьер, на которого замкнуты вот эти все огромные денежные потоки по финансированию военного комплекса. И в новом кабинете министров влияние Чемезова через Мантурова, оно очень-очень сильно выросло. В принципе, я думаю, справедливо будет говорить о том, что фактически все, что сегодня делается в российском государстве, так или иначе направлено на перераспределение денежных потоков именно вот в эту сферу. Военное производство, какое-то гражданское импортозамещение, так называемое, где Ростех играет большую роль. И, конечно, Мантуров – это такой монстр, который сидит на перераспределении всех этих триллионных денежных потоков. Я совершенно не удивлен роли его влияния, но надо помнить, что за Мантуром стоит Чемезов. Это фактически как такой доктор Джекил и мистер Хайд. Да? Значит, вот мы говорим Мантуров, подразумеваем Чемезов и Ростех. А что касается Дюмина, это вот помощник Путина, бывший губернатор Тульской области. Вы знаете, вообще очень такой интересный персонаж, потому что про него много слухов ходит, что он будет каким-то чуть ли не преемником Путина уже лет 15. Но он за это время никак себя вообще позитивно не проявил. Он выглядит, то есть, скорее таким великовозрастным балбесом каким-то, да, то есть вот чувак, как бы он вписывается в эту линейку охранников Путина, да, как там Зиничев и другие, да, которые вот они надувают щеки там, они вроде где-то с Путиным рядом, он их назначает на должности, но о каких-то их успехах, достижениях неизвестно. Хотя Дюмин довольно давно уже вот работает на высоких постах в органах власти. Поэтому не знаю, если Путин думает его как-то двигать, пусть двигает. Мы знаем, что это как бы успехом, когда он вот пытается куда-то назначать своих бывших охранников, это никогда не заканчивается. Так что чем больше там некомпетентности на этом уровне, тем лучше. Я считал бы, что все-таки главное вот из этих назначений – это очередное возвышение Мантурова, который является важной фигурой. И вот еще раз такой правой рукой Сергея Чемезова в правительстве. Это говорит о резком усилении военно-промышленного лобби, которое так вообще, вот если посмотреть,
Мне кажется, что оно прям конкурирует сегодня даже с КГБ, да, и структурами безопасности за влияние в стране. Возможно, вот с учетом тех денег, которые туда выделяются, сегодня именно военно-промышленный комплекс, возможно, диктует ту политику, которая вот в итоге реализуется Путиным. Насколько важна для Путина Набиуллина? Я напомню, что недавно Служба безопасности Украины объявила ей еще одно подозрение и подозревают ее в причастности Центробанка Российской Федерации к обеспечению войны против Украины. Якобы Набиуллина заранее знала о том, что Путин готовит свое вторжение, и она изменила стратегию работы российского Центробанка для поддержки оккупации, избегания санкций против России за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок. Материалы расследования также свидетельствуют о том, что деньги на счетах российского Центробанка, открытых в других странах, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Это сейчас как раз мы говорим о тех замороженных активах, которые мы хотим очень получить с Европы и Соединенных Штатов Америки. Вот по поводу Набиуллиной. Действительно ли она могла знать о подготовке к вторжению и действительно ли она так помогла Путину? Ну, я бы сказал, что она не могла не знать. Она не могла не знать. То есть она, скорее всего, была в числе довольно узкого круга лиц, которые были предупреждены заранее, потому что это можно было даже видеть, потому что меры Центробанка, которые были призваны закрыть экономику и такими жесткими комиссарскими методами ее стабилизировать в условиях там, падения рынков и оттока капитала, ну, явно, что эти меры были подготовлены, это не было импровизацией. И в целом политика Набиуллиной, там можно спорить, насколько она успешная, но это видно, и это следует из ее собственных действий и публичных заявлений, что эта политика направлена на стабилизацию путинского режима, на преодоление его экономических проблем и таким образом вот прямое содействие продолжению агрессии. Конечно, Набиуллина – это военная преступница, и она должна преследоваться соответствующим образом. Что касается того, насколько она важна для Путина, я думаю, он сейчас уже менее уверен в этом, чем раньше, потому что она обещала ему, что вот этими жесткими ставками и жесткой денежной политикой она задавит инфляцию. Не получается. Причем ситуация становится все хуже. Ну вот, например, там данные по прошлой неделе по инфляции 0,2% в неделю. Это близко к пиковым уровням, которые мы видели, например, в мае-июне месяце этого года. Да? Вот. При том, что в июле они еще раз повысили ставку. Это вот ни на что как бы не действует. Да? Они сами признают, что собственно, ситуация на финансовом рынке, она никак не реагирует на их повышение ставки. Да? Поэтому, когда так долго им не удается инфляцию погасить, а ставки настолько высокие, что бьют по всей экономике и даже по военной промышленности, это, конечно, будет вызывать у Путина все больше к ней вопросов. Например, вот тот же Чемезов, кстати, пожаловался на Набиуллину в своем интервью РБК несколько месяцев назад. Он сказал, что военные предприятия не могут брать по таким ставкам кредиты, если эти кредиты только не субсидируются напрямую государству. Тут такая прям намек, что политика ЦБ военной индустрии вредит. Да? Вот, поэтому Набиуллина так не может удерживаться долго. Если она действительно не добьется каких-то успехов в победе над инфляцией, то вопрос о том, что она там вообще делает и не проще ли ее поменять на кого-то, встанет ребром. И, кстати, она сама в последнее время начала, когда выступает, вот она все время полемизирует с какими-то невидимыми оппонентами. Она говорит, ну вот нам говорят, что типа если инфляция все равно высокая, то есть какая разница, может быть, снизить хотя бы ставку, чтобы сделать деньги более доступными. Действительно, такие голоса массово раздаются среди ключевых лоббистов и в том числе военных, да. Поэтому над Набиуллиной, я считаю, нависли такие очень серьезные тучи. Если она вот изначально рынок как-то стабилизировала такими жесткими комиссарскими методами на время, то сейчас видно, что эти методы не работают, что инфляцию погасить не удается, что жесткая денежная политика по экономике бьет очень больно. Я думаю, Путину будут все сильнее нашептывать в ухо, что надо бы Набиуллину на кого-то более покладистого поменять. Мне кажется, это вот интересный сюжет ближайшего времени.
Только хотела сказать, чтобы наши зрители поставили лайк Люцику, как он тут собрался и ушел. Но вы все равно, друзья, поддержите нашу трансляцию, напишите свой комментарий, также можете свои вопросы оставлять, мы обязательно их обсудим. Пресс-секретарь Мишустина разослал редакторам федеральных изданий рекомендации, по-простому методичку, как правильно рассказывать и подавать новости о бюджете, и связанные с повышением налогов. В распоряжении Изабеллы оказалась подборка этих рекомендаций, и там много внимания уделено каким-то сложным темам, и к этим сложным темам правительство относит, к примеру, все, что касается повышения налогов и других обязательных платежей, а именно расширение критериев для уплаты акцизов на напитки с сахаром, увеличение акцизных ставок на то, что любят россияне, на этиловые спирты и сигареты, на повышение налога на прибыль организации, требования о наличии минимального заработка для получателей единого пособия, и многое другое. И также в этих методичках указывают на то, что и СМИ, и федеральные каналы, они должны делать акценты на позитивных аспектах нововведений. А если не говорить о том, что вот цены не растут, и там налоги тоже, то что, россияне это не заметят в магазинах? И, конечно, заметят, это такие комичные формы приобретает. Например, скажем, Путин, когда выступал на Петербургском экономическом форуме в июне, тогда только что вышли вот эти инициативы по повышению налогов с 1 января, и вы можете прям зайти, это очень смешно, и в других его выступлениях тоже. Если вы открываете на сайте Кремля его выступления и поиском ищете слово «налог», да, то у вас, если вы прочитаете то, что он про налоги говорит и про все эти изменения, у вас может сложиться впечатление, что все это затеяно для того, чтобы дать какие-то налоговые вычеты. А там какая система, что они налог в целом повышают, но чтобы подсластить пилюлю, кому-то где-то дают какие-то вычеты отдельные. То есть интегрально государство со всех собирает больше денег, но кто-то где-то отдельно выигрывает. Это примерно как лотерейный бизнес, грубо говоря. Да? Вот там все платят за лотерейные билеты, но несколько людей выигрывает джекпот. Так вот, если послушать Путина, то такое ощущение буквально, что это государство не забирает 3 триллиона из экономики, а наоборот как-то отдает в виде вычетов. То есть это действительно очень комично звучит, это прям полностью противоречит тому, что в реальной жизни происходит. И видно, все, кто с этой так называемой налоговой реформой, например, соприкасаются, конечно, страшно плюются. Это, кстати, прорывается. Я у себя на канале тоже давал видео, как представители малого бизнеса, например, выступают в Госдуме и говорят, вы нас просто уничтожаете всем этим делом, да, и что нам с этими изменениями просто не выжить. То есть все равно это доходит до публичного пространства. Я думаю, что власти очень недовольны, поэтому они такие методички рассылают, чтобы не болтали там лишнего. Да нет, люди, конечно, видят реально, что происходит, и такой дешевой пропагандой, которая просто извращает все на 180 градусов, прикрыть все это дело им не удастся. Похоже, что этой зимой Европа все-таки не замерзнет, но возможно, Московская область, потому что там в Чехове на улице вышли операторы котельных, которые сообщают о том, что они могут вообще уволиться из-за того, что у них очень копеечные зарплаты, и тем более, что ни одна котельная не готова к отопительному сезону. А что ждет Россию зимой? Тяжелая история. Я думаю, можно вспомнить прошлую зиму, когда рвало просто по всей стране. Там где-то были фигурировали в разных репортажах такие карты прорыва теплотрасс. И прям по всей территории России были эти много красных точек. Много было прям таких реально аварийных кейсов, когда не то что дома, а целые микрорайоны в мороз там сидели без тепла, и эти теплотрассы просто рвались как тонкие ниточки. Я думаю, что сейчас эта ситуация будет гораздо хуже, чем даже год назад, потому что коммунальная сфера и сектор теплоснабжения – это один из секторов, наиболее сильно пострадавших от войны и дефицита кадров. Даже по такой публикации Центробанка, которая называется «Мониторинг предприятий», видно, что сфера ЖКХ и коммуналки и теплохозяйства, она одна из наиболее затронутых. Там один из наиболее острых дефицитов кадров, потому что там был большой отток людей и добровольно ехать на войну, и
ехать работать на оккупированной территории, где тоже можно получить некий бонус заработки по сравнению с обычными там нищими российскими регионами. Коммуналка, вот наряду там с, например, логистикой, сельским хозяйством и обрабатывающей промышленностью, это одна из самых пострадавших сфер от дефицита кадров. Вот, и там какие-то оценки там сумасшедшие, что от сотен тысяч до миллиона и больше дефицита людей в коммунальном хозяйстве. Чинить это все некому, грубо говоря, обслуживать некому. Думаю, что зимой будет рвать теплотрассы гораздо хуже, чем то, что мы видели в прошлом году. Осталось уже ждать недолго. Вот морозы, в принципе, скоро наступят. Поэтому думаю, что это будет одно из таких тяжелых, неприятных последствий всего, что устроил Путин с этой войной. А тарифы на коммуналку растут? Да, и вот в бюджете следующего года заложили прогноз их роста на 12%. Это максимально неприятно. То есть мы видели, скажем, что в этом июле, когда повысили на 10% в среднем коммунальные тарифы, это привело к тому, что там недельная инфляция вот в начале июля достигла почти 1% в неделю. Да? И это очень сильно внесло вклад вот, и помешало Центробанку в его мерах по попыткам там инфляцию охладить, а там много еще чего. То есть у нас вот с 1 октября, например, повысился утилизационный сбор на автомобили. Вот прогнозируют, что только вот в ближайшие пару месяцев из-за этого процентов на 10 цены на машины вырастут. Автомобили – это где-то типа 6% в корзине инфляции, которую считает Росстат. Да? Так что это такой большой вклад. Коммуналка, цены на машины. Дальше пошло, вот, например, телекоммуникационные интернет-провайдеры постоянно повышают цены на связь из-за деградации западного оборудования и из-за санкций, из-за того, что приходится переходить там на черт его знает на что, это все стоит дороже. Да? Вот, то есть по периметру видно, что очень много таких вот как бы базовых услуг повседневного спроса все время дорожают, вносят свой вклад в инфляцию. Бензин, кстати, тот же самый все никак не успокаивается, а роль автоперевозок в российской экономике за последние 3 года сильно возросла из-за полномасштабной войны и перестройки логистики на Азию, да. Поэтому это все тоже будет какие-то кирпичики свои в постоянную высокую инфляцию вносить. Ну и да, в коммунальной сфере там хорошего выхода нет, потому что там все изношено. Ремонты, модернизацию надо как-то финансировать. Денег на это нет. Вот они тарифы повышают, тарифы вносят свой вклад в инфляцию, и дальше вот эта вот бесконечная спираль пошло-поехало. Рост цен на этой неделе на нефть будет максимальным с февраля 2023 года. Пишет об этом Bloomberg. Поднимутся еще на 8% из-за напряженности на Ближнем Востоке. Накануне нефть подорожала на 5% после того, как президент США Джо Байден признал, что с Израилем обсуждают вариант ударов по ядерным или нефтяным объектам Ирана. А что будет дальше с ценами на нефть? И можно ли сказать, что Путину на самом деле выгодно, чтобы там и дальше полыхало? Ну, Путину, конечно, выгодно, чтобы цены на нефть росли. Там непростая ситуация, потому что я думаю, что Путин тоже понимает, что полномасштабное участие Ирана в конфликте с Израилем ничего хорошего Ирану не несет. В частности, Россия сильно рассчитывает на Иран и на его прямую военную помощь, потому что Иран много что поставлял и планирует поставлять России. Вот разговор был про баллистические ракеты в последнее время. Война с Израилем возможности Ирана помогать России сильно затормозит. Это момент номер один. Момент номер два, что Россия, вот вы знаете, что помимо Украины Путин вот уже скоро 10 лет как осуществляет агрессию в Сирии, и там размещены российские войска, которые помогают удерживаться режиму Башара Асада. На самом деле держится это все далеко не только на российских штыках, но и на иранской помощи, в том числе и военной. И какой-то серьезный удар по иранскому военному и геополитическому потенциалу, он поставит под вопрос вообще вот устойчивость режима Асада в Сирии, и там потребуется то ли новые силы какие-то перебрасывать, то ли что. Да? То есть вот эта ось Россия плюс Иран в Сирии, она будет ослаблена.
Не уверен, что Путин это хорошо. Ну вот видите, например, что свежий удар Израиля по базе в Хмеймим, да, где они били по перевозкам каких-то иранских вооружений для Хизболлы, но тем не менее там это база, где размещаются и российские авиационные силы, да. То есть от этого конфликта России как бы тоже прилетит. Поэтому, конечно, здесь нелинейная ситуация для Путина. Да, ему выгоден рост цен на нефть, но там есть как бы масса других последствий. Вот. А что касается цен на нефть, смотрите, здесь фундаментально все факторы ведут к их снижению. То есть недостаточно спроса, Китай замедляется, Китай очень быстро переходит на электромобили, и они вытесняют двигатели внутреннего сгорания. Все время прогнозы спроса на нефть по Китаю пересматриваются в сторону снижения. В еврозоне рецессия, Америка как-то балансирует, пока не очень понятно, но с точки зрения предложения есть избыток. И страны ОПЕК уже многие замучились поддерживать эти квоты, они реально теряют деньги при снизившихся ценах, и там все сильнее идет разговор, что надо от квот отказываться и добычу повышать. На рынке избыток. То есть вот здесь я как бы тренда на долгосрочный рост цен на нефть не вижу, скорее наоборот. Что касается вот этой всей геополитической напряженности, ну, мы видели в последние месяцы и год, как между Ираном и Израилем что-то вот вспыхивает, но оно, как правило, быстро угасает. Я думаю, здесь все-таки ключевая причина в том, что Иран не готов к затяжной войне с Израилем на такое взаимное уничтожение. Поэтому обмен ударами будет, но вот перерастание это в какой-то длящийся конфликт я особенно не вижу. Тем более перспектив больших не имеет. У них нет общей границы, между ними две большие страны, там Сирия и Ирак. Да? Вот. Как они ходить друг к другу будут, это тоже такое дело. Поэтому там обмен ударами какой-то будет, вот он и есть, мы его видим. Но приведет ли это к затяжной войне, я очень сомневаюсь. И мы видели вот много раз, как нефтяные цены подскакивают на опасениях полномасштабной войны Ирана с Израилем, но потом это не сбывается, и цены отскакивают снова вниз. У меня ощущение, что так будет и в этот раз. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите комментарий. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Щиро дякую, до побачення. Дякую.